Добрый день, дорогие друзья! Рада снова вас приветствовать. 100 лет не виделись. Мы приехали с Ксенией Вячеславовной вот на такую классную базу отдыха. Называется база отдыха Коломна. Находится рядом с городом Вышний Волочек, на берегу озера, почти одноименного Коломенска. Сейчас вам так коротенько покажем. Что из себя база представляет. Такой въезд. Домик администрации. Мы уже так прогулялись, посмотрели. Нам все очень понравилось. Маленькие домики уютные посреди векового соснового леса. Смотрите, как домики встроены в лес. У каждого домика есть беседка. Да, у каждого домика личная беседка. А вот душ, кстати, справа общий, как и туалет. Да, вот душ, вот это вот душ общий. Мы там еще не были. Пойдем зайдем посмотрим. Сейчас вместе с вами зайдем посмотрим. Нас это не смущает. Да, нас это вообще нисколько не смущает. Мы привыкли в палатках, в лесу, без всяких душей. Поэтому, кто любит 5 звезд, это не сюда. Это, наверное, душ, наверное, вот сюда, да, Ксюх? Наверное, душ и туалет здесь должен быть. Да, душ, наверное, вот сюда. Покажем. Это, вероятнее всего, туалет. Да, туалет. Или душ. 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 Здесь еще такое же помещение, тоже, вероятно, душевые. Не знаю, что. Здесь подсобное помещение. Вот так как-то. Души. Ну и туалет не снимаешь. Ну да, в туалет уж не полезем. Ну, в общем, все прилично в целом. Вот. Учитывая цену. Ну да, учитывая цену, однозначно все прилично. А ты озвучь цену. А сколько мы? 2,5 за домик на 4. Да. Всего лишь за сутки. Есть, на человека получается 600. Ну да, 600 с копейками. Вот такой домик. Вот он. Ну, мы вам потом внутри покажем. Вот такой вот домик. Вот. И беседка. Да, к нему прилагается беседка, причем в комплекте у каждого домика. В каждый домик заведен газ. Вот. В домиках есть газовая плита, холодильник, 4 спальных места, полный комплект посуды, веранда, ну да, это потом. небольшая верандочка. Идет территория, да? Народ есть. Это территория бывшей базы какой-то, нам сказали. Ну да, это Да, и здесь такое все очень аутентичное. база кого-то, министерства какого-то нашего советского. Слушай, здесь даже еще прохладнее, да? Здесь Да. выше. Прям я даже не знаю, тут не сосчитать этих домиков. Они в таком хаотичном порядке все разбросаны. Это замечательно, потому что все везде занято, а здесь места есть. Ну да, кстати, мы ради интереса обзванивали, везде все было занято, а здесь прям мест очень много.
какая-то мангальная зона где-то еще. Вот я пытаюсь ее понять, где она. Где-то еще мангальные зоны есть отдельные, специальные. Слушай, здесь тоже хорошо, подальше. И в этом вековом лесу, говорят, грибов видимо-невидимо. Сюда люди специально приезжают Наверное. Ну пойдем вот. за грибами. Слушай, она все идет и идет, и посмотри, сколько. Ну, я вообще даже, я не знаю, тут 20-30 этих Да, ну, домиков, больше. может больше. Тут прям, вот они. Ой, там какое-то, смотри, строение. Или нет? Тоже домик, да? А вот домик с какой-то с беседкой, с мангальной, наверное. Вот там. А может баня где-то там еще? Где-то еще уже баня тут есть. Пожарный пруд. Ну, обалдеть, территория Да, очень шикарная. Может, нам надо возвращаться назад? Что-то То да. получится очень долгий репортаж. Да, в общем, Умывальники, вот, кстати, умывальники. вот. Вот четко мы на Сильгере так были. Вот, Там тоже кстати. были умывальники общие. Мы жили в домике. вот умывальники. Привет. Это, наверное, вспомните детский пионерский лагерь. Вот, по крайней мере, За 600 рублей в день. да, в наше время вот именно такие умывальники стояли. Ну так, мы войдем назад. Выключай, наверное, Да, я сейчас пока выключусь, когда выйдем на центральную аллею. Дальше покажем. Кстати, вот возвращаемся назад. Слово о количестве домиков. Вот этот домик подписан 53-й. Я уж не знаю, обозначает этот номер дома или что. Но, по крайней мере, у нас 5-й домик именно точно так же подписан. То есть, представляете, сколько здесь этих домиков? Это, наверное, еще не последний 53-й, потому что там дальше еще были. Ну вот, мы вернулись к администрации. И пошли мы в другую сторону. Смотри, много новых насаждений. Видимо, Да, вот здесь еще, также номера сдаются вот в таком большом доме. Там уже со всеми удобствами. С душем, в номере с туалетом. Вот такой вообще свежий дом. Абсолютно свежий. А в ту сторону тоже тянется череда домиков. Смотрите, сколько. Ну, шикарно. Природа, конечно, обалденная в вековом лесу. Запах. может, он не вековой? Ну, блин. Ну, очень хорошие сосны. Причем сосновый лес, сосновый. Вот это самое вообще шикарное. Соглашусь. Да, вот это самое шикарное. Так, ну что, вот 5-й. Вот у нас, Беседка. да, вот у нас Личная. своя личная беседка. Вот у нас вот такой вот домик. Вот он, видите, подписан. 5-й номер. Вот как там был 53-й. Представляете, да? Здесь 5-й. Вот сколько здесь всего домиков. Терраса. История умалчивает. Но нам сказали, что здесь сколько-то 65 входов газа. То есть, ну вот представляете, 65 помещений подключено к газу. То есть вот из них сколько-то этих домиков. Ну и вот там 3 капитальные строения. Ну, домиков 60, наверное. Вот домик такой. Терраса небольшая. Вот. Я ищу, где свет включается. Заходим в кухонька. Холодильник. Газовая плита. Ксения Вячеславовна тут мечется. Я ищу Да выключатель. ты закрывай дверь-то. Сейчас. Дизайн а-ля. Стол, ну конечно, все спартански. Все, ну как бы. Все соответствует цене. Нас это вообще нисколько не пугает. Еще раз повторюсь, кому нужно 5 звезд, езжайте лесом дальше. На соседней, не знаю, есть тут вообще где-то база. Но нам очень понравилось. Сейчас мы переоденемся маленько и пойдем на пляж. Покажем вам пляж, озеро. Ну и искупаемся. Ну вот, выдвинулись мы на пляж. Вот наш домик. Да, еще маленько расскажу. Еще планируется на базе. Сейчас на базе пока нет
Ну, столовые и кафе, там вот такого ничего. То есть, ну, продукты надо привозить с собой, ну и сами готовить, соответственно. И воду. И воду. Нет, ну вода здесь как бы есть. Вот, но для питья, по крайней мере, лучше привезти, сказали. Ну и планируется здесь, не знаю в какое время, может в течение года. Здесь детская площадка. Планируют в течение года построить, значит, а-ля столовую что-то, ну, или кафе. Вот, детский клуб. Потом, А пока есть кофе. пока, да, кофе есть. Вкусный. Вкусный. Потом, что еще планируют? Что-то еще, что-то. На пляже какую-то беседку, да. Что-то на пляже какую-то зону, кафе или бар, может быть. Что-то еще они планировали. В общем, ребята выкупили эту базу. Вот, сейчас ее облагораживают. Вот, хотят... магазин хотят здесь сделать, чтобы не надо было никуда ездить. Ну, хотя здесь на машине там километров 10-15 до ближайшего магазина вообще без проблем. Вот такая пляжная зона. Ну, тут, наверное, будут эти сетки. Ну, вот здесь, наверное, да, скорее всего, волейбольное поле будет. Вот, что-то такое. Вот такие пляжные беседочки. Можно спрятаться. Вот идет строительство как раз. Навес или что это будет? Какая-то, может, бар. Да, лодки мы прошли, там были. Вон там. И вот такой вот пляж на таком вот шикарном озере. На котором нет деревень. Да, самое интересное вообще, мы не можем точно утверждать, но, по крайней мере, насколько видно отсюда, ни одной деревни на берегах нет. Вот что самое интересное. Причем мы сейчас на улице градусов 30, сегодня суббота, 26 июня 2021 года, если что. Сегодня суббота, и вот берега пустые. То есть нет никаких ни палаток, не видно. Ничего, вот насколько позволяет видеть глаз. То есть абсолютно пустое озеро. Вот это, конечно, прикольно, что нету тут никакой инфраструктуры. Ну, судя по всему, соответственно, противоположная сторона озера не подъезжая, скорее всего. Иначе бы, если бы там можно было проехать на машинах, соответственно, там бы все было усыпано палатками. А здесь вообще не видим. Но мы, конечно, это все объедем. Вечерком накачаем лодку. Мы привезли с собой лодочку с мотором. Накачаем. Все это дело по воде исследуем более подробно. Но пока, конечно, вообще класс, тишина. Никто там не потревожит лишнее. То есть здесь мы проезжали, есть еще одна какая-то база по дороге. Но вот, по крайней мере, отсюда ее не видно. Она где-то вот с той стороны справа получается. А все остальное вообще. Мы почему когда сюда ехали, очень мало информации по этому озеру в интернете. А оказывается, здесь просто некому давать информацию. Вот только если кто-то на базу приезжает. А так, ни деревень, ничего не видно. Странно, конечно. Но прикольно. Вот это радует больше всего. Ну ладно, пойдем мы купаться, короче. На улице 30 градусов. Вода, говорят, как парное молоко. Все, пойдем пробовать. Вода чистая, кстати. Смотрите, покажу вам воду. Песчаный пляжик. Вот вода вообще прозрачная абсолютно. Чистый, мелкий, далеко-далеко, мелкий заход. Мне кажется, вот до тех буйков, до красных, можно дойти, мне кажется, там по пояс будет. Ну, вот, по крайней мере, я метров на 15 вперед вижу, там где-то по колено, наверное, глубина. То есть детям здесь просто обалденно. Ну ладно, пойдем мы купаться, а то уже вспотели все ходившие. Пока там Вадик плавает. Я стою, смотри. Вот. Да, заход оказался. Глубина вот до буйков. Вот до буйков, вот здесь по шеечку.
Вообще плавный заход. Класс. Тебя не слышно. Вода оказалась безумно теплой, какой-то не пахнущей лишними примесями тины и прочего, чего мы не очень любим. Чистейшая. И обнаружила тут целую стайку рыбы, окуни, уклейки. Вряд ли будет видно, но прям под ногами крутится, как в Египте. Много. Не знаю, вряд ли видно, но забавно. Вот такой факт еще мы обнаружили. Редкость как бы. Мы с Вадиком бродим, рассматриваем рыб. Обнаружили красноперку, плотвичку. Вадик сказал, что это нифига не уклейка. Окушков. В общем, тут их Вот прям... она прям под ногами, под рыба ногами. плавает. Причем вон, Мы как дикие, я не знаю, стая. видно, нет. Прям, причем некоторые съедобных даже размеров. Мы таких жарим на безрыбье точно. Обалдеть. То есть тут реально, по крайней мере, на удочку тут рыбалка, похоже, однозначно присутствует и очень хорошая. Пошли пиво пить. Пойдем, пойдем. Ой, сейчас мы находимся в бане. Большая баня, такая столовая. Ой, шикарная парилка. Раз, два, три, четыре. Четырехуровневая. Ай, по-белому. Пахнет. Класс. Класс. И душ. Все вообще четко. Классно. Да. Так что здесь есть еще и банька шикарная. Настоящая русская банька. Баньку мы посмотрели. В этот раз мы пробовать не будем. На улице 30 градусов жары. Своей хватает баньки. Да, своей баньки хватает. Я думаю, мы приедем осенью и тогда обязательно испробуем ее, так сказать. Еще планируется на воде баньку. А, еще планируется, оказывается, баня на воде будет плавучая. Так что Вот это интереснее. вообще будет 5 баллов прям сразу. Нырк в озеро. Так, а сейчас мы идем смотреть мангальную площадку. Вот тут прямо около домика вот мангал вообще отдельно. Ну, нельзя же еще домик. Ну да, у домиков сказали, Может быть, какой-то другой сезон? такая жара, ну, по крайней мере, сейчас нельзя жечь. А здесь вот такая мангальная зона. Ручей, что ли, какой-то? Ручеек, впадающий в озеро, похоже. Ну да. То есть озеро подпитывается. Ну, поэтому и в ручейке вода вообще прозрачная. К озеру. Озеро вода не пахнет, кстати. Вот сейчас купались. Чистейшая вода, никакого запаха тины вообще. Просто обалдеть. Вон вот озеро уже вон там смотрится. Вот такая мангальная зона. То есть при желании. О, какой. А это коптилка. Коптилка, С смотрите. остатками кого-то коптили тут. Да, И тут съели. кто-то Причем недавно прям. Смотри. Совсем недавно кто-то что-то коптил и много чего съел вкусного, видать. Смотрите, какая шикарная коптилка. Прям ух. Здесь Ну прям. это, наверное, как раз вот эта зона, где коптить. Такое Это, всё. это знаете что? Это коптильня и вытяжка, холодная. смотри. Холодная. Думаешь, почему? Скорее всего, да, это, наверное, коптилка холодная. Холодного копчения. То есть здесь разжигается огонь. Вот. Подвешивается вот здесь на сланях, наверное, рыба. Думаешь, Ну, деревянная конструкция. А почему Хотя, нет? ну, Почему такая нет? закопчённая. Ну да. Нет, это вытяжка, типа какая-то апатхи. Однозначно это и есть. Мне кажется, нет. Мне кажется, просто кострище и вытягивает огонь. Не, ну нет. И туда поднимается дым, а вот здесь вот подвешивается рыба. Я думаю, что так. Я, конечно, ну, Я бы на сделала так. 100%, но судя по тому, что огонь посреди этого строения, и там вот, ну, как бы, выхлоп идет, да, очень похоже, по крайней мере, на холодную коптильню. Коптилка холодная. Это горячая, соответственно.
дров заготовлено немерено. Вот в этом же домике, но в этом тоже есть отверстие, но здесь не так похоже. А вот там вот прям похоже, что горячего и холодного копчения можно делать. Но холодное это вообще такой долгоиграющий процесс. Мне кажется, это просто постричь. Ладно, мы спросим. Да, мы Спросим и потом расскажем. ради интереса спросим у хозяев. Вот. Пойдем еще. Где-то нам сказали, еще какой-то плотик рыболовный есть. Пойдем искать мы плотик. Тут прям на удочку, чтобы никуда не уплывать, можно где-то какого-то плотика еще ловить. Пойдем-ка мы его поищем. Вот, кстати, еще запас морского флота. Помимо того, что там на берегу стоят лодки, вот еще в запасе есть. Где-то нам еще сказали, рыболовный понтон имеется. Идем пытаться его найти. Но один мы там видели рядом с пляжем, а где-то еще какой-то. Под баней, который, да? Получается, да? Ну, возможно. А вот, похоже, мы нашли рыболовный понтончик. Ну-ка, сейчас мы его посмотрим. Опаньки, ничего себе, как интересно-то тут. Вот это да. Вот где на фидер-то ловить надо. Да. Если ты один такой умный, а если людей много? Не, ну это понятно, что его надо, скорее всего, там Лапочками, смотри. за него. Ничего себе! Вот это шикардос. Хорошо пить. Вот это шикардос. Ну, Вот. глубинку тут уже. Ой, смотри, сколько их там. Видел? Стайка Да. целая. Вон, смотри. Вау. Вот это уже. Вот отсюда прям можно и на удочку ловить. И все равно деревень не видно там. Да? Да. Смотри. Вообще нету деревень. Ну, сейчас посмотрим, что там. Приблизим. Пройдемся по тому берегу. Ощущение, что какое-то безлюдное. Ну, той прям стороны, да? на удивление, да. Что в наше время огромная редкость. Вот далеко смотрим. Положенный берег. Никого я там не вижу. Слушай, я так не нашла бы его, если бы не сказали. Тоже берега с тростником, может быть, потому и нету там выходов. Садок такой уже, видимо, давно висит. Ну, в общем, нету там никого. Насколько глаза видно. А вот это остров. Сейчас приближу. Вот это вот остров. Вот он. Да, вот там протока, вот слева заходит протока. А вот справа как будто там стоит машина все-таки. Видишь, что там поблескивает? И вот справа туда протока. Справа. Не знаю, я в камеру я не вижу, по крайней Вот мере. что-то как будто... Ну ладно, мы на лодке проплывем, но вот это остров. Прямо вот тут до него, ну, метров, не знаю, 500. То есть на лодке можно доплыть и оказаться на острове. Шикарно. Вот отсюда, я думаю, спокойно. То есть этот понтон, сейчас я попробую сориентировать. Вот мы купались на пляже, вот пляж видно. Вот он там. Как раз понтон установлен на уровне буйков. То есть вот буйки я там доставал кончиками пальцев. То есть в районе буйков глубина где-то порядка 1,70 м, 1,80 м. То есть под этим понтоном глубина где-то порядка 1,5 метров. Ну, может быть поменьше, потому что дно видно. Ну, 1,5 м где-то. Соответственно, там уже все рабочая рыбная глубина. Однозначно, прям удочка, затинку, закидывай, прикармливай. Ой, а мы не взяли с собой удочек. Какая блюсинка. Ныряй. Ксения Вячеславовна там блесенку нашла. Точно блесенку-то? Не знаю, похоже на Ну, что-то такое похоже. Придется занырнуть, достать трофейчик. Ну, следующий у нас будет шаг. Короче, мы всю территорию вроде изведали. В итоге, да, пообщались. Сказали, всего 55 домиков, вот таких, как мы живем. Из них сейчас запущено 27. Ребята только недавно выкупили эту базу. И вот сейчас ее пытаются привести в порядок. Вот запущено сейчас 27 таких домиков. Ну это вообще просто обалдеть.
Ну ладно, следующее включение. Будем накачивать лодку и уже изведывать само озеро с воды. Ну и вот мы опять на пляже. Понтон под будущую баню. Вот, похоже, вот этот понтон как раз и будет будущая плавучая баня. Вот это будет клево. Выплыл, попарился, нырнул в чистейшее озеро. Класс. А здесь такая тоже беседочка. Вот. И здесь на пляже есть вторая мангальная зона. Мангальчик, дровишки. Из леса вестимо. Да. А, вон дальше, кстати, мы не дошли тогда с тобой. Вот это прямо рядом с пляжем, буквально 50 метров пляжа. Вот еще два мангальчика с беседками. Жаришь и смотришь на воду. Красиво, наверное. Да, ну и вы не удивляетесь, если вам на видео что-то кажется, что-то такое чуть подзапущенным видео, ну, состояние. На самом деле ребята только выкупили, еще раз повторюсь, занимаются облагораживанием, и я уверен, судя по их энтузиазму, что не знаю, сколько времени займет. Ну, наверное, в этом году уже маловероятно, потому что середина лета, можно сказать. Но я думаю, что на следующий год, если где-то увидели какие-то косяки, это будет исправлено, что-то будет построено новое. Ну и будет вообще шикардос. Но колорит Но останется. колорит в любом случае они хотят сохранить, не хотят ничего, по крайней мере, рушить. Вот. Хотят все привести в порядок и дополнить, просто дополнить какими-то современными штуками, как плавучей баней, кафе, магазин, там, не знаю, бар. То есть годик-два, не знаю сколько времени, но здесь будет супер-пупер. И уже вы так не приедете. Да, за такую цену боюсь. Вот такой пустынный Да, пляжик, и да, покупаться в да, на одиночестве. такой пустынный пляжик, на такое пустынное озеро. Так что пока есть возможность, приезжайте и отдыхайте. Вадим Алексеевич, я тебя снимаю. Расскажи про наши беды. Да, были маленькие беды. Новая лодка накачалась, все ништяк, вроде держится. А вот с мотором пришлось повозиться. Завелся, наверное, раза, не знаю, 30-го, 40-го. Пока не услышал. Пока не побоялся, он испугался. Мы решили уже Нику звонить, уже почти его номер добыли. Аньке дозвонились, добыли номер Ника, потому что я свой телефон забыл в доме. И как только мотор услышал, что дают номер Ника, он взял и завелся. Ладно, давай. Вот он, короче, прогрелся. Первый заплыв. Готово? Ага, наверное. Мамочки, а что так высоко поднимает ты ее? Давай ты сильно не будешь гнать, я пока не привыкшая. Озеро Коломенское. Решили разведать по берегам, но если мы будем так нестись, мало чего увидим. Вот берега снимать. А там на солнце. Класс. Ничего не брызгает. Кепку держи. Пока отключаюсь. Там фонарчик лагерь. Доброе утро, друзья. Ну вот и пролетели сутки нашего пребывания
на базе отдыха Коломна. Заканчиваются они заходом вот такой тучище. Страшный. Не знаю, камера передает или нет. Очень такое черное, гремит все. Ну и что, хотелось подвести некий итог. Вот там Ксения Вячеславовна общается с представителем базы. Хотелось подвести итог. База нам понравилась очень. Концепция базы в целом понятна. То есть порядка 50 домиков. В основном 4-5 местных. Можно дополнительное место поставить. В домиках все чисто, убрано. Чистое белье, полотенце. В принципе, все очень-очень-очень даже культурно. Намытые. В домиках тепло. Ну, по крайней мере, сейчас жара стоит. Ну и из-за того, что там газовая плита, я думаю, что даже вплоть до октября-ноября, я думаю, в этих домиках вполне можно ночевать. Достаточно будет комфортно. Что еще сказать? Ну, единственный, какой мы для себя отметили минус, это в домиках нет кухонного полотенчика и набора для мытья посуды. Ну, то бишь фейри или там губки, ну, что-то такое. Вот, то есть посуду как бы моете сами, да, ну, соответственно, без принадлежности просто это делать неудобно. А так, ну, я не знаю, может, наверное, можно было спросить у администрации, но мы не стали этим делом заморачиваться. Во всем остальном очень все понравилось. Вот еще раз вам пляж. Вода обалденная. Купались мы вчера раза, я не знаю, раз 4-5. Последний раз я купался уже в ночи, часов 12, наверное, ночи. Прям шикарно. Обалденно. То есть вот как бы такие сложились у нас впечатления. Но мы не притягательные, без особых, так сказать, запросов. Мы привыкшие больше даже к палаточному отдыху. Поэтому для нас такие условия были более чем достаточные. Теплый уютный домик, кухня, плита, холодильник с морозилкой. Ну, как бы все отлично. То есть можно и рыбку половить, приготовить. Вот, и заморозить, если ее домой забирать. Туалеты и душевые очень чистые. Прям очень все на высшем уровне. Но единственное, что мы не посмотрели, это комфортабельные номера. Здесь есть 2 дома больших, где сдаются номера. И там, насколько я понимаю, уже со всеми удобствами. То есть и с душем, и с санузлом в номерах. Вот, то есть есть возможность, кто не привык, так сказать, так, более-менее спартанскому образу пребывания, то в принципе в целом можно заказать соответствующий номер, вот, и пребывать на базе с комфортом, и будет все замечательно. Ну и хотелось бы сказать огромное спасибо владельцам базы, супружеская пара Максим и Дарья. Огромное вам спасибо, очень доброжелательные, очень вежливые, всегда идут навстречу, на все вопросы всегда отвечают. Ну, очень приятно пообщаться, вот, узнать что-то новенькое про базу. Очень много в планах развития базы. То есть, там постройка кафе, постройка магазина, постройка плавучей базы. Потом здесь будет выкопан уже пруд и запущены карпы. Вот, то есть а-ля платная рыбалка будет. Такой маленький прудик.
Вот. Приведение всех домиков в порядок, потому что сейчас запущены не все домики. То есть планов очень много. Вот. Все стараются, видно, что постоянно производятся какие-то работы по улучшению. Территория очень чистая, убрана, покошенная. На территории растут грибы, ягоды можно собирать. Обалденно. И по рыбалке. Для любителей рыбалки, соответственно, озеро. Узнали, у нас поймать ничего не получилось. Мы выплыли вчера часика на 2-3 на лодке. Оплыли все озеро, посмотрели окрестности. Вот, поймать ничего не получилось. Но мы пообщались с ребятами, кто здесь ловил. Значит, в озере водится крупный лещ. Присутствует крупный окунь, щука. Это что касается хищника. А что касается белой рыбы, то здесь есть уклейка, плотва, красноперка, лещ очень хороший. Рыбалка отличная, но вот на удочку, я думаю, что здесь можно поймать в любое время. Прям с мостиков, который я показывал, мостик. Вот прям можно с него, можно взять в лодку. Лодка стоит, насколько я помню, 400 рублей в сутки. То есть прекрасные пластиковые ялики. Вот, на них можно переплыть там на другую сторону, допустим, буквально там минут 15. Сесть где-то в кувшинках и спокойно ловить на удочку. Вот ребята ловили на той неделе с пирса самый крупный лещ на удочку 200 кг. Прямо с пирса, что я вчера показывал. Поэтому у нас отличное впечатление. Если хозяева базы разрешат, я оставлю ссылку в описании на сайт базы отдыха. Там, возможно, координаты телефона. Но, в принципе, даже по названию можно найти координаты базы в интернете. Вы все увидите. Приезжайте, попробуйте вот такой отдых. Нам очень понравилось. Так что говорим спасибо хозяевам базы. И я думаю, мы сюда еще обязательно вернемся. Где-то, наверное, сентябрь-октябрь месяц, когда с палатками уже будет стоять прохладно. Вот это самый, наверное, близкий к нам уголок. Очень все культурно, очень все прикольно. Хорошая рыбалка, теплые домики. Я думаю, что вот в сентябре мы сюда уже нашим составом, с кем мы постоянно ездим, наверное, здесь снимем пару-тройку домиков и отдохнем с рыбалочкой. И тогда уже что-то более подробно сможем вам рассказать, в плане именно рыболовном. Ну а сейчас мы собираемся и уезжаем. Нам в ответ на дорожку дождик сейчас, вероятно, будет. И мы хотим еще заехать, посмотреть окрестные озера. Тут рядышком есть еще одно озеро. Причем самое интересное, что говорят, именно спиннинговая рыбалка на соседнем озере лучше, чем на этом. Хотим заехать посмотреть, какие там подъезды к воде, можно ли там есть что остановиться с палатками. Может быть, летом даже заедем, попробуем половить. Так что до встречи. Если будет интересно это озеро, если доедем, будет что-то интересное, еще маленечко вам покажем. Все, спасибо за внимание. Всем до новых встреч.